Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Этот взгляд Чонгука и то, как он закусил губку, глядя на Тэхёна. Девятое место. Не трогать – это незнакомый им порядок слов в предложении. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Это уже не тот Тэхён, которого вы знали». Романтичный момент Тэхёна с Чонгуком, который поразил всех. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чонгук всегда должен убедиться, что все знают, чей это парень. Седьмое место. Это отножка у Чонгука, так милая реакция на танец Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Это не дружеские объятия за плечи. Бережное прикосновение к шее, а взгляд Чонгука словно говорит: «Да, это мы, и что с того?» Поразительно. Чонгук всегда знает, что хочет сделать Тэхён. Все самые знаковые моменты концертов именно об этом. О их синергии и взаимопонимании на уровне ДНК. Пятое место. Сколько прекрасного мы получили и сколько еще ждет.
4 место. Забота. Иногда мне кажется, что этот жест Тэхёна – маленькое напоминание Чангуку. «Я люблю тебя, потому что ты самый особенный». Третье место. Новости. На одну счастливую фанатку в мире стало больше. Оказывается, чехол, который демонстрировал в последнее время Тэхён, ее золотых рук дело. В Твиттер фанатка написала: «Тэхён купил чехол, который я сделала. Я узнала об этом только сегодня утром и до сих пор не могу успокоиться. Раньше я много раз ходила на их концерты и фан-митинги. Именно в самые трудные времена ребята дарили мне самые счастливые воспоминания. Сейчас ощущение, будто я во сне. И хотя сейчас все наладилось, в конце прошлого года у меня были огромные проблемы с производством, из-за чего я была в диком стрессе, и это привело к долгому творческому кризису. Совсем недавно я еще была поглощена этими переживаниями. И вот, именно в такой момент я снова получаю от него силы». Тэхён заказал вариант Maxов Glass, глянцевый, с черной рамкой. «Я снова не могу прийти в себя, буквально ничего не получается делать. Руки дрожат. Просто каждый из вас должен знать и помнить. Участники активно пользуются социальными сетями, и неважно, в какой стране вы находитесь, на каком языке пишете, всегда есть шанс быть замеченным. Уверен, этот жест Тэхёна не случайность, и это в очередной раз доказывает, какой он великодушный человек и как сильно любит своих фанатов». Ни одну из этих версий Чангука невозможно пережить. Стало известно, что именно Хэмиш Гамильтон будет режиссировать шоу в перерыве матча чемпионата мира по футболу FIFA, где выступит BTS. Фанаты уже знакомы с этим легендарным британским кинорежиссером. Он режиссировал BTS Comeback Live, Ари-Рэнг, который транслировался на Netflix 21 марта 2026 года села площади Кванхвамун в Сеуле. Также он режиссировал Bad Bunny Super Bowl Halftime Show, шоу «Оскар», MTV ВМА, шоу Мэрайи Кэри, Эминема, Мадонны, Ю-2 и так далее. Нас ожидает легендарное шоу. Ни одна природная мощь не соразмерна масштабу личности Тэхёна. Став воплощением всех земных начал, он превратился в новую, непостижимую стихию, во власти которой сосредоточена как гибель, так и возрождение. Calvin Klein China предлагает фанатам уникальную возможность получить звонок с записанным голосом самого Чангука. Заполнив анкету, поклонники из Китая могут забронировать временной интервал на 16 мая, и голос Чангука зазвучит прямо в их мобильном телефоне. Фанаты на концерте активно лаяли при виде Чангука,
который из-за этого не смог сдержать свой смех. А вообще-то, ему в кадре нужно быть серьезным, а не этим вашим милым щеночком. Тэхён стал вирусным в сети после того, как съел хот-дог в середине концерта. Фанаты говорят, это так в его стиле. Тэхён в очередной раз привлек к себе внимание простым, но незабываемым моментом, который идеально продемонстрировал его игривый характер. 12 мая звезда Кей-поп поделился в своих Instagram-сторис фотографией, на которой он непринужденно ест хот-дог во время концерта, мгновенно вызвав ажиотаж среди поклонников в интернете. Хотя само изображение выглядело беззаботным, многие фанаты заявили, что оно идеально отражает свободолюбивый и непредсказуемый характер Ви. Социальные сети быстро наполнились реакциями фанатов, которые описывали этот момент как пиок энергии Тэхёна. Многие говорили, что певец всегда умудряется выделяться самым неожиданным образом. Фотография также вызвала смех из-за реакции других участников группы, которые, как сообщается, выглядели такими же удивленными, как и фанаты, наблюдавшие за происходящим. Однако для давних поклонников эта хаотичная энергия не была чем-то новым. Многие фанаты отмечали, что именно эти спонтанные и несерьезные моменты делают BTS такой любимой группой. Несмотря на свою невероятную харизму и впечатляющее сценическое присутствие во время выступлений, Ви часто демонстрирует более мягкую и беззаботную сторону вне сцены. Поклонники отмечают, что контраст между его мощным сценическим образом и игривым поведением в реальной жизни является частью его неизменной популярности. Момент с хот-догом в кукурузной панировке, возможно, длился всего несколько секунд в интернете, но быстро стал одним из самых обсуждаемых событий дня среди фанатов. Скриншоты и реакции распространились по онлайн-сообществам. Один пользователь написал: «Тэхён покупает хот-дог в ларьке, Хасок приходит в ярость, увидев его, Чангук оборачивается, чтобы посмотреть, откуда он его взял, а Чимин просто в недоумении. Полный хаос», а другой прокомментировал: «Хасок указывает пальцем на Тэхёна, Чимин смотрит на него с восхищением, Чангук смеется над Хасоком, а Тэхён ест свой хот-дог, прекрасно зная, что он – объект всеобщего внимания». По мере того, как фанаты продолжали делиться мемами и видеороликами, вдохновленными этим постом, многие сходились в одном: непревзойденная способность Ви с легкостью превращать даже самые незначительные действия в вирусные моменты остается непревзойденной. Он слишком горячий для этого мира. Шакира, Мадонна и BTS не будут получать оплату за участие в шоу в перерыве финального матча мужского чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в Соединенных Штатах. Это будет первый случай в истории турнира, когда музыкальные артисты выступят во время главного события, организуемого FIFA. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в штате Нью-Джерси. В четверг объявили в видео, опубликованном в Instagram, что колумбийская певица Шакира, американская поп-икона Мадонна и южнокорейская бой-группа BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве. Лайн-ап был составлен фронтменом группы Coldplay Крис Мартин, а продюсированием занимается международная организация Global Citizen. Источники в Global Citizen, пожелавшие остаться анонимными, чтобы не навредить рабочим отношениям, подтвердили изданию The Athletic, что Шакира, Мадонна и BTS не получат гонорара за выступление и фактически жертвуют свое время в пользу организации, занимающейся вопросами социальной справедливости. Подобная практика применяется и на главном событии National Football League – Super Bowl. Артисты, выступающие в шоу в перерыве, например, Bad Bunny,
выступивший в феврале, также не получают оплаты, поскольку участие в самом просматриваемом ежегодном телевизионном событии в США дает огромный медийный эффект. FIFA и представители артистов были приглашены прокомментировать ситуацию изданием The Athletic, однако до публикации материала комментариев не предоставили. Ну как можно было не скучать по такому дразнилке? Тот Ау Янг, фотограф The Tonight Show, опубликовал закадровые фото с BTS в Instagram. Хочу поделиться забавным и трогательным моментом с выхода BTS на шоу Джимми Фэллона. Реакция участников на крики поддержки фанатов из зала. Обожаю их лица, в каждом столько искренности. На YouTube интервью выходит целиком, но иногда начало или конец вырезают. Этот момент, когда толпа скандировала, скорее всего, не попал в эфир. Сначала ребята сидели так: Чангук, Тэхён, Намджун, Джин, Хасок, Юнги, Чимин, ближе всех к Джимми. Потом было длинное интервью, а перед разбором песен они устроили веселую перестановку, как в игре «Музыкальные стулья». В итоге сели в обратном порядке. В какой-то момент, во время рекламной паузы, ARMY закричали, и все ребята посмотрели в зал. На этом фото видно их характеры. Хасок танцует идеально. Намджун как гордый папа. Ви буквально сияет от радости. У каждого своя реакция, такая живая и настоящая. А что вы видите в их лицах? Я уже выкладывал такие кадры раньше, моменты, когда гости на диване поворачиваются к залу и принимают любовь публики. Здесь видно, как счастливы ребята видеть ARMY. Мне всегда особенно дороги такие мгновения, потому что они самые искренние, идут от сердца. Делитесь, что замечаете вы. Calvin Klein представили тизер лимитированной коллекции Кайк в Китае. Calvin Klein совместно с кумиром миллионов Чон Чангуком представляет лимитированную коллекцию Кайк. Скоро в продаже. Вдохновленная дорогой, эта коллекция воплощает в себе уверенность. Байкерский стиль в сочетании с ретро-эстетикой. Подпись к видео. Плохие новости для Шакиры. Чангук едет показать всему миру, что его бедра не умеют лгать. Корейские СМИ освещали трогательное послание Тэхёна, которое он оставил в последний день концерта в Мехико в честь Дня матери. День матери в Мексике, Día de las Madres, отмечается ежегодно 10 мая и считается одним из самых важных семейных праздников страны. В этот день Тэхён выступил с заключительной речью на испанском языке во время финального концерта тура Ариренг. Он сказал: «Мексика. Я немного выучил испанский. Я хотел рассказать вам на испанском, насколько я счастлив сейчас. Я очень скучал по мексиканским ARMY». После этого артист добавил: «Кстати, сегодня День матери. Вы уже поздравили мам? Позвоните им прямо сейчас».
по видеосвязи, мама Мария, мама Тереса, мама Лупе, мама Коко. Спасибо вам за то, что вырастили нас. С Днем Матери, мамы! Имена, которые назвал Тэхён, являются одними из самых распространенных женских имен в Мексике. Его слова вызвали бурю эмоций в зале, зал взорвался аплодисментами и криками. Местные СМИ активно отреагировали на этот момент. Газета Табаско Ухой написала: «Все сияли на сцене, но именно Ви захватил социальные сети». Он удивил довольно беглым испанским и посвятил трогательное послание ко Дню Матери. Телепрограмма «Кюнтамела» «Я» показала этот фрагмент эфира и отметила: во время концерта он передал эмоциональное послание всем матерям. Видео с этим моментом, опубликованное в TikTok, набрало более 8 миллионов просмотров. Также этот эпизод показали в популярном мексиканском развлекательном телешоу. Одна из мексиканских поклонниц по имени Мара написала: «Сегодня был очень тяжелый день, и я молилась за маму. Мою маму зовут Лупе, и когда Тэхён произнес это имя, я расплакалась». Комментарии под видео оставляли люди, которые даже не являются фанатами BTS. Они писали, что искренность и теплая энергия Тэхёна заставили их улыбнуться и растрогали до слез. Великие соблазнители. И главное, никаких спецэффектов, только пластика, харизма и природная сексуальность, которую невозможно выразить словами. Из рассказа фанатки: обошла целых 3 кафешки и заказала вообще все из меню. Похоже, Чонгуку создали концепт любителя бананового молока. Везде пихают банан и шоко. Но блин, это безумно вкусно. Жаль только, его мерч-эмодзи не сделали, было бы вообще круто. У Мелитина сегодня не было, так что восполняю недостаток Мелоты. Главная тема в корейских новостях прямо сейчас – BTS и FIFA World Cup. Ведущие информационные агентства, включая телеканал TV Chosen, вовсю обсуждают грядущий чемпионат мира. Причина для гордости невероятная – группа готовится выступить в качестве хедлайнеров турнира. На фоне этих новостей корейские СМИ вспомнили культовое выступление Чонгука 4-летней давности. Журналисты подчеркнули, что его легендарный выход на футбольной арене до сих пор остается ярким воспоминанием для всей нации. Поздравляем и ждем новое грандиозное шоу. На десерт Чонгук – мило морщащий носик. Случай признан официально умилительным. Рекомендовано к повторному просмотру. Fashion Snap в Twitter. Calvin Klein выпустит свои первые совместные работы с Чонгуком.
Онлайн-предпродажа My Calvins пройдет в официальном интернет-магазине Calvin Klein, а товары поступят в продажу в избранных магазинах, включая флагманский магазин Calvin Klein в Харадзуку, также с 20 мая. В рамках сотрудничества будет представлено около 20 предметов, разработанных самим Чонгуком. Также планируется рекламная кампания с использованием новых креативных работ Чонгука, приуроченная к запуску коллекции. Для приобретения товаров вам необходимо забронировать посещение магазина через официальный аккаунт Calvin Klein в Line и зарегистрироваться в качестве участника программы My Calvins. Условия продажи могут различаться в зависимости от магазина. Подробная информация будет размещена на специальном сайте. В первый день продаж мерча фанаты в Стэнфорде собралась длинная очередь. Это показало, что любовь к BTS – нечто большее, чем просто увлечение. В воздухе витает радость и предвкушение, а также ощущение принадлежности к чему-то масштабному и доброму. Уголок Тэхёна в Сингапуре от сингапурской фан-базы. Это именная скамейка, искреннее выражение любви, восхищения и глубокой благодарности Ким Тэхёну. Тщательно выбранная в театре «Эспланада у залива», она посвящена глубокой страсти Тэхёна к исполнительскому искусству, театру и музыке. Пусть каждый, кто сядет здесь, почувствует хотя бы на мгновение ту прекрасную связь, которую создают искусство и музыка, связь, преодолевающую океаны, языки и целые жизни. Мысли всякие непотребные в голову при просмотре этого видео лезут. Одна из них особенно назойливая, как Чонгук медленно проходится языком по этой шее. Чонгук для Rolling Stone Japan. Издание напоминает о начале продаж журнала. Он сказал: «Единственное время, когда я был полностью оторван от индустрии развлечений, это период моей военной службы. В то время я думал не столько о себе, как о человеке, сколько о том, что все вокруг постоянно меняется, и от всего сердца хотел снова стоять на сцене. Мне хотелось петь. Я так ждал увольнения из армии. Мне просто безумно хотелось поскорее выбраться отсюда и танцевать». Вот о таких вещах я только и думал. В 1935-й Rolling Stone Japan вошла полностью переведенная на японский язык главная статья с обложки BTS, а также индивидуальные интервью с каждым из участников. Кроме того, этот специальный выпуск BTS включает в себя репортаж о недавнем выступлении группы в Tokyo Dome, в рамках их визита в Японию, полный обзор нового альбома и многое другое. Сейчас открыт предварительный заказ на Amazon и других площадках. В розничных книжных магазинах продажи стартуют со следующего месяца, 25 июня, четверг. Пожалуйста, обязательно приобретите этот экземпляр, который полностью сохранит в себе всю историю настоящего времени BTS, триумфально вернувшихся в этом году в полном составе. Второе место. Это так интимно. Когда Чонгук обнимал Тэхёна сзади, Тэхён застенчиво улыбнулся, положив руку на руку Чонгука.
Любовь в каждом моменте. Первое место. Тэйкук настолько увлечены друг другом, что не видят ничего вокруг. Весь остальной мир может подождать. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.